два, один, съемка пошла. Ишь ты! Привет, друзья! Вы на канале Глазунов Род, и сегодня я расскажу вам о том, как искать работу в Соединенных Штатах Америки. Также поведаю вам о некоторых нюансах и подводных камнях, связанных с этим процессом. Будет много неприятных вещей, услышать которые, возможно, не все готовы, но поверьте, те советы, которые я дам в этом видео, они многого стоят. Тема обширная, и я долго собирал материалы для этого ролика, чтобы предоставить вам максимально актуальную и полезную информацию. Без воды и сказок из разряда «Когда я приехал в США, у меня было 100 баксов в кармане. Но теперь за 3 месяца я заработал себе на 3 трака, 2 дома, и кэш летит мне в карман». И мне даже не приходится подниматься с дивана. И этот инфантилизм, он уже настолько затрахал. И я его встречаю почти в каждом третьем ролике. Я считаю, что такие ролики, они вредны. Во-первых, по причине того, что они дезинформируют и создают неверное впечатление о том, что здесь происходит. А всегда помните, что во времена золотой лихорадки зарабатывают продавцы лопат. Вы можете в этом убедиться, просто открыв описание одного из таких роликов и увидеть либо прямую ссылку, либо реферальную с покупкой чего-либо. Именно поэтому я с таким негативом отношусь к подобного рода контенту. Люди продают свою жопу за 3 копейки, прикрываясь авторитетом, приглашая различных звезд и впаривают людям ложную надежду и загоняют их в кредиты. Но прикол в том, что подобного рода контент, он заходит людям. Я все это хаваю, у меня нет выбора. А почему? Правильно, потому что он показывает идеальную картинку. И каждый смотрящий соотносит себя с этим, ассоциирует и думает, что у него будет ровно так же. Нет, не будет. Вы позитивно подкрепляетесь, заряжаетесь мотивацией, готовы топить. Но помимо этой пустой мотивации и неверной информации, которая дает неверное представление о том, что здесь происходит и как функционирует, вы ничего не получаете. И все ваши представления просто-напросто разобьются о реальность. И чем больше вы смотрите подобного рода контент, тем больше вероятность того, что вам все больнее и больнее будет принимать те или иные решения, когда вы окажетесь здесь. Но я вас прошу, не путайте мои слова о том, что я сейчас сказал, с тем, что здесь все плохо, денег нет и так далее. О чем я? Мы в дерьме! Мы в дерьме! Речь сейчас далеко не об этом. Я лишь хочу вам сказать о том, чтобы вы отделяли полезную информацию от пустой мотивации. Отделяли зерна от плевел. Учились анализировать эту самую информацию. В США действительно очень много возможностей. И чуть ли не каждый день мне в голову приходят различные идеи, а также приходят пути их реализации. Более того, здесь, в Соединенных Штатах, ты понимаешь, ради чего тебе стоит вкалывать. Ты видишь результат своих усилий. Тебе хватает не только на то, чтобы оплатить квартиру и купить еды. Чуть позже я поговорю с вами о ценах, приведу некоторые примеры, но все по порядку. Если вам не нравится то, что я сейчас сказал, или я как-то ломаю ваше представление о Соединенных Штатах, вы можете прямо сейчас закрыть это видео и продолжить смотреть различных сказочников и инфо-цыган. Благо таких на ютубе сейчас полно в связи с массовой миграцией. Если же вы остались, я вас поздравляю. Скоро вы получите ценную информацию, которая действительно вам поможет в реализации здесь, в Соединенных Штатах. Это мой опыт, и я действительно хочу донести вам ту информацию, которая будет вам полезна. И сформировать трезвую картину и представление о том, как здесь живется. Что нужно делать, приехав сюда, в Соединенные Штаты, при поиске работы, а чего делать совершенно не стоит. Обойдусь также и без банальных фраз типа «В Соединенных Штатах надо вкалывать». Я, может быть, открою вам секрет, но где бы вы ни находились, в какой-либо стране вы бы ни жили, вам необходимо на что-то жить и обеспечивать себя, семью. И, как ни странно, работа – это один из способов заработка денег, особенно для мигранта. О чем всегда стоит помнить: вы взрослые люди, вы сами в состоянии контролировать свой режим труда и отдыха. И этим также стоит заниматься вне зависимости от того, где вы находитесь. Будь то Соединенные Штаты, Украина, Россия или любая другая страна. Если же мы откроем статистику, которая есть в свободном доступе в интернете, то мы можем заметить, что количество отработанных в среднем часов в год, что в РФ, что в Соединенных Штатах, плюс-минус одинаковое. В остальном же, повторюсь, это всегда ваш собственный выбор. Взять 10-ю смену
подряд, работая без перерыва, для того, чтобы купить себе машину получше, 10-ю футболку, я не знаю, новый айфончик нужно взять, либо же взять дополнительный выходной для того, чтобы элементарно, самое банальное, убоги, отдохнуть, либо провести это время с семьей, либо самим собой, любимым, уделить время хобби, либо любой другой части жизни. Это всегда находится в зоне вашего контроля, в зоне вашей ответственности. И помните, ставить цель и убиваться ради нее – это совершенно две разные вещи. Этот культ продуктивности, который нам внушили, он просто губит вас. Но как бы если вам по кайфу, то я ни в коем случае вас не упрекаю в этом. Но не нужно быть как стадо. Да, вы думайте своей головой, пожалуйста. Такое вот получилось небольшое вступление, немножко негативное, прошу за это прощения. Это нужно было для того, чтобы отсеять некритически мыслить аудиторию. Отсеять некритически мыслящую аудиторию. Теперь поехали. Как я говорил ранее, рассказываю только о своем опыте и то, с чем столкнулся лично я. Ну и, конечно же, мой знакомый. Почему так? А потому, что я приехал по программе SBP One. Я уже сделал ряд роликов о том, как я переезжал, с чем сталкивался, с какими проблемами и пути их решений. Ссылка в описании и в подсказке. Так вот, я приехал по программе SBP One через Мексику и подозреваю, что вы, люди, смотрящие меня, большая часть из вас приехала по той же самой программе. Соответственно, приехав сюда какое-то время, мы не можем официально работать. Да, сейчас найдутся умники, которые скажут, ты можешь открыть свою компанию, работать как самозанятый, ну что-то вроде ИП, и у тебя будут все документы на руках, но, ребят, вы когда сюда приедете, вам будет, во-первых, в первое время не до этого. Я рассказываю лишь о том, как вам поступить и не умереть с голода и найти работу сразу, чуть ли не на следующий день, в случае, если вы оказались здесь. Да, все остальное в процессе, это все реализуется, понятное дело. Так вот, работать официально мне нельзя. Я буду рассказывать о своем друге Васе. Понимаете, о чем я говорю? Василий. И небольшой спойлер, Вася зарабатывает примерно столько же, даже в некоторых моментах больше, чем те люди, которые живут в Соединенных Штатах, и у них есть все документы на руках. Но так получилось у Васи. Ему понадобился один выезд в город для поиска работы, для того, чтобы ее найти. Но все по порядку. Предположим, что вы приехали к поручителю. Первая мысль, которая вас посетит по поиску работы, это отправиться в различного рода чаты. В Телеграм-канале, в Фейсбуке и так далее. Благо таких чатов реально очень много. Например, украинцы в Портленде или русские в Нью-Йорке. Некоторое время Вася мониторил эти группы в надежде найти что-то годное для себя. Смотрел объявления, писал посты разные, обращался лично в личку. Но как-то так получилось, что несколько дней этой писанины ни к чему не привели. Более того, Вася зарядился огромным количеством негатива в свой адрес. Все, что он получал, это ответы из разряда «Мы нашли работу, ищи ее сам». «Приехал в Штаты, поднимай свою задницу, работай». «Кто ты такой, чтобы я тебе помогал? А что мне за это будет? А зачем мне тебе помогать? Зачем ты мне пишешь?» И так далее, и так далее. Вася, скажем так, был немного озадачен, потому что не ожидал встретиться с такой узколобостью людей, ну, то есть, которые урвали какую-то себе занятость и считают, что они на горе мира и они устроились. Как показывает практика, самому в Соединенных Штатах быть достаточно сложно, и людям необходимо кооперироваться. Это вот мой совет вам. Опять забегаю наперед, все по порядку. По чатам вывод один. Работу вы там не найдете. Там сидят такие же страждущие, ищущие, как и вы сами, как и Василий, в поисках работы и какого-то куска хлеба. Из плюсов вы можете обзавестись там контактами, что очень полезно, что я вам в принципе рекомендую делать. С несколькими людьми я познакомился, хоть я лично с ними так и не встретился, но по крайней мере есть этот контакт, я знаю, что в случае чего я могу позвонить этому человеку и связаться с ним, он в свою очередь может позвонить мне. Это важно. Идем дальше. Предположим, с чатами не вышло. И какая следующая мысль вас посещает? Естественно, сайты по поиску работы. Вася у нас фотограф и видеограф. Естественно, он сформировал портфолио, зарегистрировался на всех сайтах, на которых только можно зарегистрироваться, потратил на это кучу времени, кучу форм отправлял и выслал резюме в различные компании. Напрямую или через сайты по поиску работы, это не важно. Если вы представитель любой творческой профессии, да и в принципе любой профессии, у вас будет плюс-минус одинаковая картина. Компании откликались,
И даже проводили интервью и собеседования. И были готовы взять на работу Василия. Но вот незадача. У Васи, как у большинства тех, кто прошел по программе SBP One, у них просто-напросто нет документов. И они могут работать только в серую. За кэш. За наличку. Но ирония в том, что для того, чтобы устроиться на такие вакансии, которые размещаются на сайте, вам необходимы документы. А вы не можете их предоставить, потому что у вас нет. И в белую работать вы не можете. Соответственно, мы делаем вывод, что в большинстве случаев на сайтах по поиску работы размещаются вакансии для поиска работы в белую, то есть при наличии документов. А у вас таковых нету. Если было бы так, вы бы меня сейчас не смотрели. Правильно? Правильно. Идем дальше. Так что у нас остается, Никита, спросите вы. Чаты ты отмел. Сайты по поиску работы нам тоже не подходят. Что же делать? А все реально просто, друзья. Вы определяетесь с тем, что примерно вы можете предоставить этому рынку. Предположим, что у Васи был хороший опыт работы на кухне или официантом. И что он делает? Вася решил пойти по накатанной. Как бы хорошо или плохо Василию не работалось фотографом и видеографом, работы постоянной для него в этой сфере сейчас нет. А жить на что-то нужно, так как время тикает и нужно зарабатывать деньги. Собственно, Василий как вода. Он подстраивается под ту ситуацию, в которой он оказался. Вспоминает о своих сильных сторонах и открывает Google. Находит список ресторанов в округе и дует в каждый из них, общаясь лично с персоналом и оставляет свои данные, рассказывая о том, какой он классный работник. И как показывает практика, чем заведение непопулярней, тем выше вероятность того, что вас а. возьмут на работу, и б. на этой самой работе окажутся условия лучше. Скажем так, какой-нибудь условный Starbucks, Макдональдс или Бургер Кинг менее охотно вас возьмет на работу, чем какая-нибудь, скажем, шаурмичная. И как я сказал ранее, как правило, зарплата и условия в шаурмичной будут выше. Но опять же, это все дело случая. Как договоритесь? У меня по какой-то причине камера выключилась. Было написано о том, что температура подскочила. И я снизил качество до 1080 вместо 4К. Пишем дальше. Касаемо условий работы. Тут как повезет. Допустим, одна дама предложила Васе 11 баксов за час, что для Соединенных Штатов это очень мало. 14-15 баксов в час – это именно та зарплата, сколько вам должны минимум платить в час, для того, чтобы работа имела хоть какой-то практический смысл. К цифрам я еще вернусь. Вот вам и половина успеха по поиску работы в Соединенных Штатах. Я бы мог вам сейчас налить воды на полчаса, рассказывая различные охуительные истории, вставить также сюда рекламу каких-нибудь траков, каких-нибудь миграционных услуг и впаривать вам что-то. Но я этого не делаю, продавать свою аудиторию за пару сотен баксов мне совесть не позволяет, поэтому я прошу каждого, кто смотрит этот ролик, досмотрел до этого момента, поставить мне лайк, подписаться на канал, а также написать пару комментариев из-за разряда понравился вам ролик, не понравился, был полезен или вы не согласны с моим мнением. В любом случае буду признателен за любую обратную связь. Спасибо. Естественно, я не согласен с действиями Васи. Работа в серую – это плохо, но у Васи есть семья и кормиться как-то нужно. Как вариант, оформить бенефиты, получить от государства различные плюшки в виде пособий, страховки, даже жилья, деньги выдают, телефоны, ноутбуки в зависимости от штата. Но, во-первых, этого недостаточно для того, чтобы полноценно жить. Во-вторых, это доп. Нагрузка на налогоплательщиков Соединенных Штатов. И на самом деле это отдельная тема для ролика, и как раз сегодня я был в одной из таких организаций, и скоро на канале будет ролик об этом. В общем, я пришел в организацию, которая выдает бенефиты. И конкретно сегодня мне нужна медицинская страховка. Вот, соответственно, мне нужно заполнить ряд бумаг, и мне выдадут страховку. Кроме этого, можно претендовать на другие бенефиты в виде денежных средств. Из спойлеров, бенефиты никак не влияют на рассмотрение вашего миграционного дела. Но опять же, до определенного момента. Возвращаемся к работе в США. Предположим, вы последовали моему совету и нашли работу. Как правило, первая работа – это не работа мечты. И это нормально. Мы отматываем назад. О чем всегда стоит помнить,
Вы взрослые люди, вы сами в состоянии контролировать свой режим труда и отдыха. Это всегда ваш собственный выбор. Взять 10-ю смену подряд, работая без перерыва, либо провести это время с семьей, либо самим собой, любимым. Уделить время хобби, либо любой другой части жизни. И берете лишний выходной для того, чтобы заняться поиском работы именно в той сфере, которая вам близка. Именно в той сфере, работником которой вы хотите быть. Объясняю. Вот, допустим, если бы я был на месте Василия, что бы сделал я? Я бы поинтересовался у владельца того заведения, в котором он работает, нужна ли ему реклама его заведения, или, может быть, нужно меню отфотографировать. Может же такое быть, может. И по счастливой случайности именно так и происходит. Владелец давно не обновлял меню, и ему нужны услуги фотографа. Вот ведь совпадение. А что произошло? Правильно, Вася предложил свои услуги. Он уже заранее зарекомендовал себя как исполнительный работник, на которого можно положиться, а также как хорошего человека. Потом Вася обращает внимание на то, что в компании, где он работает не один. Там работают, как ни странно, такие же люди, как он сам, у которых есть такие же потребности. Он начинает с ними общаться, выяснять эти самые потребности и предлагать также услуги фотографа и видеографа. И несколько человек, посмотрев на его работы, понимают, что Вася, в принципе-то, хороший фотограф, и неплохо было бы, если бы он пофоткал их семью. И вот уже у Васи есть несколько заказов именно с круга его общения. Далее Василий предлагает одному из коллег, который живет очень долго на территории Штатов, именно в том месте, где он живет, предлагает ему следующую услугу, а именно процент с тех людей, которых он привел. Допустим, какой-нибудь знакомый этого знакомого приходит, заказывает съемку, а Василий 20% отдает этому самому знакомому, который порекомендовал Василия. И вот уже у Васи есть свой, можно сказать, промоутер. Эта логика имеет место быть, в принципе, в любой профессии, для любой услуги. Умеете что-то, общайтесь, предлагайте, показывайте себя со стороны человека, который что-то умеет делать. И планомерно внедряйте это в свою жизнь, параллельно работая на основной работе. Не нужно, как голодный, но благородный художник, сидеть дома с пустым холодильником и говорить: нет, и знаете что, я не пойду в доставку еды и не буду мыть никакую посуду. Я достоин большего. У себя на родине я был старшим менеджером в магазине «Пятерочка». Бля. Кстати, вы заметили, сколько вот таких людей гонора? Я просто в шоке. Я был в этой ситуации, и скажу вам так, я почти год был без работы и почти ничего не зарабатывал. И хорошего в этом мало. И, как правило, продуктивность в таком состоянии, она равна нулю. Если мы говорим о каких-то творческих проектах, ни хрена вы не делаете, когда у вас нету постоянного заработка. И, допустим, я ничего стоящего за это время, в принципе, не создал и не отснял. Вы просто опускаетесь на дно, подняться с которого будет достаточно сложно. Кстати, у меня есть инста, подписывайтесь, я туда выкладываю те работы, которые показать не стыдно. Опять же, вы, безусловно, достойны большего, поймите меня. Но ситуация такая, что ее нужно принять и играть по этим правилам. Но это не значит, что стоит передавать себя, свои мечты. И здесь мы подходим к очень важной теме. Найдя себе первый заработок, несмотря на его нереспектабельность, вы можете закрыть свои базовые потребности. И у вас еще будут оставаться какие-то деньги. Это заслуга вас, как работника, вы молодец, вы работали, и также системы, в которой вы оказались. Так уж устроены Соединенные Штаты. Очень легко попасться в эту ловушку из-за разряда «да нас здесь, в принципе-то, неплохо кормят». И вы забиваете на себя, на свои мечты и плавно плывете по течению, оставаясь на той работе, на которой вы сейчас работаете, на той работе, которую вы нашли. Другая сторона этой проблемы: вас станут убеждать, что сейчас не время, что сначала вы должны получить документы, построить дом и еще кучу других важных вещей. Вы должны заниматься чем угодно, но только не тем, чем хотите заниматься. Ты что, своим путем решил идти? А ну давай работать. Нам машина нужна покруче. Поспать нужно? Да потом поспишь. Какая еще рыбалка? Да давай подработку найди. Ты что, книгу решил прочитать? Да ты че? Займись важными и продуктивными вещами. Тоже мне нашелся чтец. Я думаю, логика ясна. Обстоятельства и люди вас всячески будут подталкивать кнутом и пряником к тому, чтобы вы занимались чем угодно, но только не тем, чем вы действительно хотите заниматься. Так уж устроена жизнь. Все так будет убедительно происходить, что вы действительно начнете забивать на свои истинные желания, на второй, на третий план. И что я вам скажу?
Друзья, так делать нельзя. Не предавайте свои мечты, цели и принципы. На этот счет я настоятельно рекомендую вам прочитать либо прослушать следующие книги, которые помогут вам оставаться на плаву и позволят не забивать на самого главного человека в вашей жизни, то есть на самого себя. Вот список этих книг. Кто-то возразит мне, что это попса, но, ребят, я за свою жизнь прочитал очень много книг, и философия, как жанр, один из ключевых в моей жизни. Эти вот, несмотря на их простоту и некоторую наивность, помогают человеку не войти, а просто влететь в мир познания себя. Начните с малого. Я вас уверяю, что без дополнительного подкрепления и источников знаний вы просто не устоите перед этим миром. Опять же, давайте на чистоту. Это мой YouTube канал, и как вы заметили, я немного поменял стилистику повествования и решил оставаться самим собой, выражать свои мысли именно так, как хочу этого я, не так, как требует того рынок, либо формат какой-то определенный. Также я буду делиться с вами книгами, которые на меня повлияли, а также сформировали те или иные взгляды. Это мой блог. Это можете называть часть моей рефлексии. Но вы можете согласиться со мной, принять мою точку зрения, а можете пройти мимо. Мне абсолютно плевать. Я по-человечески с вами делюсь тем, что в теории может как-то улучшить свою жизнь, потому как на меня это повлияло, оказало благотворное воздействие. Выбор всегда за вами. Теперь к ценам. Возьмем тот же Uber. 15-минутная поездка мне обошлась в 15 баксов. Много это, скажете вы? Ха-ха. Ну-ка, напишите мне в комментариях, сколько стоит поездка в Москве. То-то же. В разрезе заработной платы это сейчас часть работы Василия. Но в Москве же за ту же самую услугу, как правило, это будет минимум треть от дня работы в Москве. Если мы говорим про обычного человека. Учитесь мыслить этими категориями. Не переводите деньги в рубли. Забудьте вообще про рубль. Считайте траты по отношению к заработной плате. Я вот купил цветочек с вкусняшкой. И это мне обошлось те же самые 15 баксов, то бишь час работы. Не забывайте также о том, что техника здесь в Соединенных Штатах стоит на порядок дешевле, чем в России, либо в Украине, в любом союзном государстве. А зарплаты здесь, как вы поняли, выше. Абонемент в крутейший спортзал обойдется вам в 35-40 баксов, в зависимости от тарифа. И этот зал не какой-нибудь зал у дяди Пети в подвальной качалке, а отличный спортзал со всеми тренажерами, беговыми дорожками и со всеми ништяками, которые сейчас есть. Для сравнения, в Белгороде, в котором я жил до этого, такой зал обошелся бы косарей в 5, наверное. Опять же, мы переводим это все, соотносим с заработной платой и делаем какие-то выводы, дорого это или нет. То же самое с автомобилем. За $1005 можно приобрести достаточно хороший автомобиль. Зайдите на сайт и посмотрите, что за эти деньги вы можете приобрести. Его этого автомобиля на первое время вполне хватит для того, чтобы передвигаться по штатах. У меня автомобиля сейчас нет по нескольким причинам. Во-первых, я еще не заработал на него. Во-вторых, даже когда у меня эта возможность появится, я не побегу, сломя голову, покупать автомобиль. Почему, спросите вы? А все потому, что это дополнительный расход. Первое, чему меня научили Соединенные Штаты, это хорошо считать свои деньги. Почему? Все предельно просто. Все дело в том, что здесь доступно многое. И очень легко потерять себя в покупке тех вещей, которые тебе не нужны. С автомобилем та же самая ситуация. Я приобрел велосипед, и его хватает для того, чтобы добраться до работы за 15 минут. Есть определенные неудобства, согласен, дождь капает, ветер. Но я приобрел дождевик, фонарик и спокойно гоняю на работу. Не тратя при этом деньги на страховки, бензин и прочие расходники, которые появляются в связи с наличием автомобиля. Запомните, автомобиль – это траты. Я понимаю, что моя ситуация, она в принципе уникальная. Мне повезло, что работа находится так близко, и я могу ездить на ней на велосипеде. Но до тех пор, пока я могу оттянуть этот момент не покупки автомобиля, то бишь избегания определенных трат, я не буду влезать в эти самые лишние расходы. Это основы финансовой грамотности от Никиты Глазунова. Кстати, очень скоро на канале появится ролик о получении прав в США. И я сдал на права со второго раза. Первый раз я завалил сдачу. И с 13 апреля я официально могу водить любой автомобиль в Соединенных Штатах. Так что принимаю от вас поздравления. Спойлер, здесь получить права намного проще, чем в той же Украине, России или Белоруссии. И права в Соединенных Штатах будут вашим первым документом, получить который здесь относительно просто, но который потом сыграет свою роль при оформлении карт и документов. Спасибо за просмотр.